В этом видео топ-10 смартфонов с хорошей камерой, которые может себе позволить почти каждый. В качестве оценки камер телефонов возьмем за основу тесты независимого источника DxOMark. DxOMark — это веб-сайт, независимый эталонный тест для научной оценки смартфонов, объективов и фотоаппаратов. Камеры смартфонов оцениваются экспертами по трем параметрам. Во-первых, фотосъемка, состоящая из 9 тестов. Экспозиция, цвет, автофокус, текстура, шумы, артефакты, ночная съемка, боке и качество фото при предпросмотре. Во-вторых, это зум, состоящий из двух тестов. Телефото, то есть качество фотосъемки при большом увеличении, и широкоугольная съемка. В-третьих, видеосъемка, состоящая из 7 тестов. Экспозиция, цвет, автофокус, текстура, шумы, артефакты и стабилизация. За каждый из тестов начисляются баллы по фото, зуму и видео. И независимо дается общий балл, исходя из общих показателей и цены, по которому и формируется этот рейтинг. Итак, на 10 месте расположился Samsung Galaxy A71 128 на 6 гигабайт. Смартфон появился в продаже в России 6 февраля 2020 года. У него AMOLED-экран 6,7 дюйма разрешением 2400 на 1080 пикселей. Операционная система Android 10. 128 гигабайт постоянной и 6 гигабайт оперативной памяти. Есть слот для карты памяти объемом до 512 гигабайт и две симки. Емкость аккумулятора 4500 мАч. 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 730, сканер отпечатков пальцев встроен в экран, есть NFC. В этом топе технические характеристики никак не учитываются, а только показатели камер. В Galaxy A71 4 модуля. Основной имеет разрешение 64 мегапикселя f1.8, сверхширокоугольный 12 мегапикселей f2.2, а также два сенсора по 5 мегапикселей для макросъемки и глубины резкости. Камера для селфи оснащена сенсором на 32 мегапикселя f2.2. Многим кажется, что качество фотографии никак не отличается от Samsung Galaxy A51, где основной модуль 48 мегапикселей, но мой опыт говорит ровно обратное. Качество годных фотографий на A71 заметно выше и сами фотографии лучше. На мой взгляд, камера в A71 это золотая середина. Еще не флагман, но уже не модель начального уровня. Есть замедленная съемка и другие продвинутые возможности. Тут простор для творчества и самовыражения. DxOMark поставил основной камере Galaxy A71 90 баллов за фото, 34 за зум и 87 за видео. Общий балл смартфона 88, и это 10 место. Но следующий аппарат по части фото-видео возможностей все-таки его обошел. Итак, 9 место. Xiaomi Mi 10T 128 на 6 гигабайт. Новинка появилась в продаже в конце октября 2020 года. IPS-экран 6,67 дюйма разрешением 2400 на 1080 пикселей. Операционная система здесь Android 10. Сканер отпечатков пальцев расположился на боковой грани, в лучших традициях Xiaomi. Смартфон поддерживает две симки. Слот для карты памяти здесь отсутствует. Емкость батареи 5000 мАч. NFC, поддержка 5G, 128 гигабайт постоянной и 6 гигабайт оперативной памяти. 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 865. У смартфона 3 камеры. Модуль с 64 мегапиксельным сенсором f1.89, а также широкоугольный блок с 13 мегапиксельным датчиком и 5 мегапиксельный сенсор для макросъемки. Фронтальная камера 20 мегапикселей. Стоит отдать должное дизайну камер. По-моему, получилось очень круто. Ну и хорошо, что грани фотомодуля закруглили, поэтому за одежду он не цепляется. Чехол, конечно, хорошо, но грех прятать такую красоту. По умолчанию смартфон предлагает снимать зумом 0.6, 1 или 2х, однако можно делать масштабирование до 30х. Такой режим скорее нужен, если хотите что-то рассмотреть. Пожалуй, это один из лучших смартфонов от Xiaomi за 2020 год. Тут все сложилось удачно: дизайн, характеристики и цена. Камера Mi 10T получила от DxOMark 97 баллов за фотосъемку, 49 баллов за зум и 95 баллов за видеосъемку. Общий балл 98. На следующей 8 позиции у нас снова Samsung, а точнее Samsung Galaxy A52
4G 128 на 4 гигабайта. Новинка появилась в продаже в России 17 марта 2021 года. Супер AMOLED экран 6,5 дюйма разрешением 2400 на 1080 пикселей. Операционная система Android 11. 128 гигабайт постоянной и 4 гигабайта оперативной памяти. Также здесь есть слот для карты памяти объемом до 1 терабайта. Емкость аккумулятора 4500 мАч. Процессор Snapdragon 720G. Сканер отпечатков пальцев, встроен экран. Есть NFC. Камеры из 4 модулей. Основной имеет разрешение 64 мегапикселя f1.8, широкоугольный 12 мегапикселей f2.2, а также два сенсора по 5 мегапикселей для макросъемки и глубины резкости. Цифровой зум до 10x. Камера для селфи оснащена сенсором на 32 мегапикселя f2.2. Быстрый фазовый автофокус при съемке ведет себя адекватно. Имеется оптический стабилизатор изображения. Камера Galaxy A52 получила на DxOMark 107 баллов за фотосъемку, 56 баллов за зум и 90 баллов за видеосъемку. Общий балл 102. Седьмое место и снова Xiaomi. Poco X3 NFC 128 гигабайт. Смартфон суббренда Xiaomi Poco поступил в продажу в России в сентябре 2020 года. IPS-экран 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Операционная система Android 10. Сканер отпечатков пальцев на боковой панели, поддержка двух симок, слот для карты памяти объемом до 256 гигабайт. Емкость батареи здесь 5160 мАч. Есть NFC. 128 гигабайт постоянной и 6 гигабайт оперативной памяти. 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 732G. Что же касаемо наших любимых камер, тут 4 модуля. Первый и самый главный Sony IMX682 с 64 мегапиксельным сенсором f1.89, а также блок с 13 мегапиксельным датчиком и сверхширокоугольной оптикой. 2-мегапиксельный сенсор для макросъемки тоже здесь есть. Также не забыли 2-мегапиксельный датчик для получения информации о глубине сцены. Фронтальная камера же 20 мегапикселей f2.2. Без скидок у смартфона очень интересная камера. Как по качеству, так и по количеству дополнительных функций. Если описать камеру одним словом, то я бы назвал ее инстаграмной. То есть при детальном рассмотрении какие-то детали или чрезмерная резкость могут насторожить. Но в целом картинка смотрится отменно. Так, что сразу хочется поделиться ей в социальных сетях. Для своего ценового сегмента камера у Poco X3 NFC очень хорошая. Отличная резкость, четкий баланс белого, отличная проработка деталей по всему кадру. Возможно, где-то алгоритмы чересчур выкручивают цвета. Камера Poco X3 получила на DxOMark 107 баллов за фотосъемку, 45 баллов за зум и 98 баллов за видеосъемку. Общий балл 103. Шестое место среди смартфонов по соотношению цена и качество камеры по версии DxOMark получил яблочный представитель. Apple iPhone SE 2020 64 гигабайта. Компактный iPhone поступил в продажу в России 24 апреля 2020 года. Экран 4,7 дюйма с разрешением 1334 на 750 пикселей. Операционная система iOS 13. 64 гигабайта постоянной памяти, поддержка одной сим-карты плюс eSIM. Внешнюю карту памяти смартфон не поддерживает. Емкость аккумулятора 1821 мАч. 6-ядерный процессор Apple A13 Bionic, сканер отпечатков пальцев на передней панели, а материал корпуса здесь алюминий. Основная камера 12 мегапикселей имеет 6-линзовый объектив f1.8 и оптическую стабилизацию изображения. Не стоит обольщаться, что в iPhone SE такая же камера, как в iPhone 11, поскольку в iPhone 2019 года выпуска пиксели в сенсоре по 1,4 микрометра, а у SE сенсор старого образца с маленькими пикселями по 1,22 мкм. Также в новом SE, в отличие от 11 iPhone, нет ночного режима. Фронтальная камера имеет разрешение 7 мегапикселей, оснащена оптикой с апертурой f2.2. В целом, iPhone SE 2020 демонстрирует неплохие для Apple соотношения цена-качество. Имея лучший процессор и лучшую камеру по сравнению со всеми айфонами 2017 года, при том, что iPhone X и iPhone 8 Plus стоят дороже. А вот тут можно посмотреть на сравнение снимков с Galaxy A51, который стоит в 2 раза дешевле, а снимает так же или даже лучше. Но независимый источник DxOMark поставил камере iPhone SE 2020 108 баллов за фото,
фото, 23 балла за зум и 105 баллов за видео. 103. Общий балл камер, который он получил. Открывает пятерку лидеров Realme 8 Pro 128 на 8 гигабайт. Одна из последних моделей Realme поступила в продажу в мае 2021 года. Супер AMOLED экран 6,4 дюйма разрешением 2400 на 1080 пикселей. Операционная система Realme UI 2.0 на базе Android 11. 128 гигабайт постоянной и 8 гигабайт оперативной памяти. Две симки и отдельный слот для карты памяти. 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 720G, сканер отпечатков пальцев в дисплее, NFC и емкость аккумулятора 4500 мАч. В смартфоне 4 камеры. Основной модуль 108 мегапикселей f1.88. Сверхширокоугольный модуль 8 мегапикселей f2.25. Датчик глубины на 2 мегапикселя и модуль для макросъемки на 2 мегапикселя. Фронтальная камера здесь 16 мегапикселей. Производитель заявляет, что в данной модели впервые в мире реализован режим замедленной съемки ночного звездного неба. Что же изменилось по сравнению с Realme 7 Pro? Немного уменьшился экран, а также появился новый сенсор основной камеры на 108 мегапикселей. У Realme 7 Pro был сенсор на 64 мегапикселя. Фронтальная камера также изменилась. Сенсор на 16 мегапикселей вместо 32 у предыдущей модели. Цена обеих моделей практически одинаковая. Камера Realme 8 Pro получила на DxOMark 112 баллов за фотосъемку, 50 баллов за зум и 86 баллов за видеосъемку. Общий балл 103. Четвертое место Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128 8 гигабайт. Xiaomi поступила в продажу в России 30 марта 2021 года. AMOLED экран 6,67 дюйма разрешением 2400 на 1080 пикселей. Операционная система Android 11. Сканер отпечатка пальца на кнопке питания на боковой панели. Смартфон поддерживает две сим-карты и слот для карты памяти объемом до 512 гигабайт. Емкость батареи 5020 мАч. Есть NFC. 128 гигабайт постоянной и 8 гигабайт оперативной памяти, а также 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 732G. У смартфона 4 камеры. Основная камера от Samsung на 108 мегапикселей f1.9. Сверхширокоугольная камера Sony 8 мегапикселей f2.2. Макрокамера 5 мегапикселей и сенсор глубины на 2 мегапикселя. Фронтальная камера здесь 16 мегапикселей f2.4. Основной модуль камеры — это одна из главных продающих изюминок смартфона. Redmi Note 10 Pro — самый доступный смартфон со 108 мегапиксельной камерой. На смартфоне доступны все возможности камер Xiaomi. Есть режим съемки документов, когда тень от смартфона уберет искусственный интеллект. Еще и буквы сделает четче. Можно снимать одновременно на фронтальную и основную камеру, а также съемка с длительной выдержкой и режим клонирования. Камера Redmi Note 10 Pro получила на DxOMark 111 баллов за фотосъемку, 52 балла за зум и 95 баллов за видеосъемку. Общий балл смартфона 106. Все ссылки на смартфоны будут в описании. Итак, тройка лидеров по версии специалистов. И не забудь подписаться и поставить лайк. Так ты поможешь продвижению канала, и я смогу сделать для тебя больше интересных и качественных видео. OnePlus Nord 128 гигабайт. Бюджетный по меркам OnePlus смартфон поступил в продажу в России в августе 2020 года. AMOLED экран 6,44 дюйма разрешением 2400 на 1080. Операционная система Android 10. 128 гигабайт постоянной и 8 гигабайт оперативной памяти. Здесь две симки без слота для карты памяти. 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 765G с поддержкой 5G. Сканер отпечатков пальцев на экране, NFC и емкость аккумуляторной батареи 4115 мАч. Основной модуль Sony 48 мегапикселей f1.75. Сверхширокоугольный модуль 119 градусов 8 мегапикселей f2.25. Датчик глубины 5 мегапикселей 2.4, а также модуль для макросъемки на 2 мегапикселя. Фронтальная камера здесь двойная. Первый сенсор Sony IMX616 32 мегапикселя с диафрагмой 2.45, а также широкоугольный 105 градусов 8 мегапикселей f2.45. По качеству ничего удивительного. Все-таки у типичного среднебюджетного смартфона 2020 года при хорошем освещении на улице и в помещении фото получаются по качеству очень четкие и красочные.
Ночью чуть хуже, но специальные алгоритмы, склеивающие несколько снимков в один, все же помогают получить хорошую картинку даже при съемке с рук. Камера OnePlus Nord получила на DxOMark 117 баллов за фотосъемку, 47 баллов за зум и 92 балла за видеосъемку. Общий балл этого смартфона 108. Итак, второе место. Xiaomi Mi 11 Lite 128 на 6 гигабайт. Официальные продажи в России стартовали 14 мая 2021 года. У смартфона AMOLED-экран 6,55 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Операционная система Android 11. Сканер отпечатка пальца на кнопке питания на боковой панели. Поддержка 2 SIM, слот для карт памяти, емкость батареи 4250 мАч. Также здесь есть NFC. 128 гигабайт постоянной и 6 гигабайт оперативной памяти. 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 732G. Смартфон получил 3 камеры. Основная камера 64 мегапикселя f1.79. Сверхширокоугольная камера 8 мегапикселей. Макрокамера 5 мегапикселей. Фронтальная же камера 16 мегапикселей f2.4. В приложении камеры смартфона появился новый режим киноэффекты. Это набор настроек для желающих почувствовать новые ощущения от съемки видео. По большей части это фишка ради фишки, однако чувствуется преемственность флагманских серий Mi 11. Камера Mi 11 Lite получила на DxOMark 118 баллов за фото, 48 за зум и 101 балл за видео. Общая оценка смартфона 111 баллов. Итак, победу среди камерафонов с соотношением цены и качества по версии DxOMark получил Google Pixel 4a. Смартфон от компании Google поступил в продажу в США в августе 2020 года. В сентябре 2020 года добрался и до Европы. OLED-экран 5,8 дюйма разрешением 2340 на 1080 пикселей. Операционная система Android 10. И тут чистый Android, как и во всех смартфонах Google. 128 гигабайт постоянной и 6 гигабайт оперативной памяти. Поддержка одной сим-карты без слота для карты памяти. Емкость батареи 3140 мАч. А также 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 730G. NFC и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Основная камера 12 мегапикселей f1.7. Фронтальная камера 8 мегапикселей f2.0. На рынке смартфонов действует простое правило. Хотите телефон с хорошей камерой? Покупайте флагман. Но у Google на этот счет свое мнение. При этом по качеству съемки фото смартфон на высоте. Здесь нет дополнительных модулей вроде телевика или сверхширокоугольника. Только одна единственная камера на 12 мегапикселей. А также знакомая по старым смартфонам Google вся сила софта для обработки снимков. Прекрасный ночной режим и быстрая фокусировка. Разве что на обработку HDR снимков уходит чуть больше времени, чем ожидается. Но результаты того стоят. Камера Pixel 4a получила на DxOMark 122 балла за фотосъемку, 34 балла за зум и 98 баллов за видеосъемку. Общий балл смартфона 111. Но не забывайте, что у всех этих смартфонов есть свои достоинства и недостатки по части характеристик и других параметров. Поэтому прежде чем сделать свой выбор, обязательно посмотрите полные обзоры. И пишите в комментариях, согласны ли вы с этим топом по версии независимого источника DxOMark. Да пребудут с вами инновации!